На мышках со временем появляются различные проблемы, и чаще всего это отказ микропереключателей под кнопками. Долгое время я пользовался Razer Detader'ом, и как только свечи выходили из строя, просто перепаивал их или покупал новую такую же мышь. После очередного отвала решил попробовать мышь от Logitech и взял G603. Цена была примерно такая же, похожая эргономика, и плюсом мышь была беспроводной. Я использовал ее очень долго, и в какой-то момент так совпало, что закончились свечи и пропал куда-то паяльник. А сидеть мучиться с дабл-кликами и ждать посылку из Китая удовольствие сомнительное. На тот момент уже существовала новая версия этой модели, так я купил G703. Все то же самое, но уже со встроенным аккумулятором. Спустя несколько лет на ней стало глючить колесико. Оно просто херово стало реагировать на прокрутку. Меня окончательно достало, и я решил перепаять энкодер, а заодно заменить свечи. Параллельно копаясь в интернете, я узнал о так называемых hot-swap платах, которые позволяют менять микропереключатели без пайки. Так как резиновая боковая накладка тоже была уже не в лучшем состоянии, я начал искать, как другие люди решали подобные проблемы. Было несколько вариантов: заказать аналогичную оболочку с AliExpress, заменить резиновую часть на кожу или напечатать новую оболочку уже на 3D принтере. Проблема первых вариантов в том, что со временем кожа, скорее всего, снова начнет отслаиваться и крошиться. Поэтому выбор пал на 3D-печать. Мы живем в современном мире. Если ты что-то придумал, скорее всего, кто-то уже это реализовал. Так и здесь. Чертежи 703 для 3D-печати уже были в интернете. И их автор даже сотрудничал с какой-то китайской печатной компанией. Так что заказать не было проблемой. Сама 3D-печать довольно адекватная, и мышь уже можно было использовать, но я решил немного заморочиться, шлифануть и покрасить в какой-то необычный цвет, и придать мышке более законченный вид. Это видео скорее напоминание самому себе, если в будущем предстоит делать что-то похожее. Закупил наждачку с зернистостью в 150, 320 и 500 грит. Также купил грунтовку, краску и прозрачный лак, все в баллончиках. Идеально было бы иметь аэрограф, но не каждый день занимаешься такими проектами. Наждачками 150-320 грит шлифовал в сухую, а 500 уже с водой. Начиная с этой градации, все шлифовки выполнял с использованием воды, иначе наждачка быстро забивается пылью. Отличный лайфхак подсмотрел в интернете: сделать тестовые сэмплы на пластиковых ложках. Нанес первый слой грунта, он заполнил все поры. После полного высыхания прошелся 500-й наждачкой, обильно смачивая водой. Затем еще раз покрыл грунтом и снова шлифанул 500-й наждачкой. Спустя сутки приступил к покраске. После каждого слоя давал ему подсохнуть. У меня это заняло примерно по 10 минут между нанесениями. Прозрачный лак нанес спустя 30 минут после основного слоя, также с интервалом в 10 минут между слоями. Первый раз получилось недурно, можно было оставить и так, но поскольку на покраску влияет множество факторов, на поверхности образовалась шагрень, и мне было интересно, как избавиться от так называемой апельсиновой корки. После изучения процесса использовал наждачки 1500, 2000 и 2500 грит. Так как в магазине не было 3000 грит, остановился на финишной шлифовке в 2500 грит. Также приобрел набор полировочных губок для шуруповерта и полировочную пасту. Постепенно снижал жесткость губок, пока не исчезла муть, оставленная наждачками. Да, получилось не идеально, в некоторых местах протер лак и краску, остались небольшие царапины, но желаемого эффекта я добился. Целый месяц пользовался мышью, но дефекты не давали мне покоя, и решил я их подправить. Поскольку поверхность уже была подготовлена, прошелся 500-й наждачкой, сняв оставшийся лак. Затем покрасил и покрыл лаком по той же технике, что и раньше, но в этот раз сделал больше слоев лака. На удивление, результат вышел заметно лучше, не пришлось выполировывать шагрень, и мышь стала матовой, как я изначально задумывал. Дальше предстояло сделать то, ради чего я изначально полез модить мышь. Я заказал печатные платы, энкодеры, микропереключатели и глайды. Выбрал готовую связку плат только для того, чтобы меньше возиться с пайкой и немного сэкономить время. Разобрав мышь и подключив новую связку кнопок, я понял, что правый клик не работает. После прогрева самого гнезда паяльником клик заработал. Видимо, китайцы не тестировали плату перед отправкой. Далее я перепаял кнопку колесика и начал выпаивать сам энкодер. Поскольку раньше я никогда не менял энкодеры, это оказалось своеобразным челленджем. Энкодера 5 ножек. Как только прогреваешь одну, остатки олова на остальных остывают. Энкодер продолжает крепко сидеть в своем гнезде. Даже после удаления излишков олова специальным насосом, он все равно держался очень плотно.
итоге, переломав все ножки, удалось выпаять его остатки. Так что на заметку, все, что имеет более 2 ножек, проще сразу откусывать кусачками. Также выпаял DPI-кнопку, так как в этом корпусе она не предусмотрена. После этого все собрал и наклеил новые глайды. Напечатанная оболочка облегченная. Мышь в сборе весит 54 грамма, плюс незначительный вес краски. До этого момента я считал, что вес мыши не имеет значения, но данный проект убедил меня в обратном. Зачем все это было делать, если можно просто купить новую мышь с более современными характеристиками? Похожих по эргономике моделей на рынке не так уж и много. Это Pulsar X3, Tevolution Terra Pro и Razer D-Tader. Первые две довольно молодые компании, и я не готов рисковать возиться с драйверами. Почему не вернуться обратно на Razer? Черт его знает. После увиденных ход свап-плат я слишком сильно загорелся желанием замодить нынешнюю мышь. Для моих потребностей 1000 Гц Polling Rate и Hero сенсора более чем достаточно. В целом я доволен проделанной работой. Мышь очень легко разбирается. Открутив несколько винтов, можно быстро добраться до микропереключателей. Если раньше их нужно было выпаивать, то теперь они меняются в одно движение. Пока работает сенсор, можно забыть о покупке новых мышек. Единственное, что хотелось бы добавить, быструю замену энкодера. Поскольку у китайцев нет готовых решений, возможно, сделаю это позже. Придется рассверливать плату и впаивать посадочные гнезда. Если смотреть с финансовой точки зрения, обошлось все это дорого и явно не стоит того. За те же деньги можно купить 2-3 готовые мыши. Но как проект это очень интересно. Удовлетворить креативное желание сделать что-то своими руками и получить новый опыт.